В этом видео вы увидите, как месяц мы готовили собаку к велопоходу, чтобы в итоге проехать всего один день. Мы расскажем, как покупали прицеп, сумки и приучали Тима, чтобы проехать по Велогрин. А еще покажем наши тренировочные заезды на Веловисла и поделимся, почему это приключение оказалось самым стрессовым и самым ярким за это лето. Собственно, да. Собственно, это была первая и последняя поездка, потому что, в принципе, он ее почти разобрал. Прежде чем ехать в поход, надо было выбрать, какую же велоприцеп мы возьмем. Смотрели мы разные модели, от простых с Алиэкспресса до дорогих с амортизацией. Но в итоге решили, что для начала хватит и попроще, ведь то, что Тим поедет, вообще в принципе было очень небольшие варианты, как показала практика в дальнейшем, ну так оно и было. Если бы мы взяли дорогой, пожалуй, было бы жалко. Вот. И в итоге мы остановились на польском прицепе P-Drive Active One. Он недорогой, приехал очень быстро, у него есть возможность заменить детали и достаточно хорошие отзывы. Конструкция удобная и, в принципе, насчет надежной не знаю. Но у нас не было вариантов протестировать его долго. Вот. Пожалели ли мы, что мы его взяли? Нет. Возможно, другая была бы лучше, но у нас не с чем сравнивать, поэтому мы довольны. Тимон, иди сюда. Залезь туда. Сейчас 6 утра 20 минут, на улице уже 20 градусов. И мы сейчас пойдем делать пробу пера. Первый раз велосипед, Тимон и телега. Тима. Значит, подходим, прошли такое место, где там неудобно. Значит, Тим пока больше проявляет интерес к велосипеду. И если телега его слишком далеко, то он бежит за Серегой. Значит, как собаку заманить в телегу, которую он, естественно, боится. Нет, ладно, ты не боишься, конечно, ты не боишься. Иди сюда. Встать. Вот так, сидеть. Хорошо. Ой, а что ты жуешь? Умница. 10 баллов. Молодец. Да. Выходить. Да, супер. Ну-ка. Сидеть. Супер. Молодец. Хорошо. Лежать. 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 Вот так. Вот так. Лежать. Ложись. Лежать. Лежать. Ждать. Раз, два. Умница. Молодец. Хорошо. Ну и все, потихоньку поехали. Тимон пока, ну так, на стрессе, естественно, но при это самое мы туда ему вкусняшек насыпали. День добрый, пан Тимон. Что у вас слыхать? Ну
все, конец прогулки. Тима уже совершенно спокойно сидит в своем кунге. Серега его даже на гору затащил только что. В максимально таком нашем самом нелюбимом месте. Так что, в принципе, ну не с первого раза, но со второго раза уже можно спокойно ехать в какой-нибудь поход за городом. Вот так вот он отцепляется. Тросик. От тросика тыдынь. Вот все. Тим уже хочет идти домой и кушать еще вкусняшку. Сожрал пакет вкусняшек. Второй наш заезд мы сделали за город. Выбрали небольшой пробный заезд по Висляной трассе роверовой. Это популярный маршрут вдоль Вислы. Местами он идет прямо по набережной, местами он уходит в поля и деревни, через леса. Для нас это был идеальный вариант проверить, как Тим будет чувствовать себя в прицепе на более длинном участке, ну и заодно привыкнуть к самому формату поездки за пределами города. Начинается велопрокат. Тим только что орал всю дорогу, оказалось, что он нам орал: дебилы, с ручника снимите, с ручника снимите. Всем привет! Мы тут затеяли небольшую поездочку с собакой, такой типа легкий байкпакинг. И сегодня я хочу рассказать, показать, типа, что мы, как мы готовимся, что мы вообще купили и так далее. То есть как мы собираться будем, немножечко информации. Ну и, соответственно, потом будет то, как мы уже непосредственно будем ехать. Значит, едем мы на двух горных великах, на этом и вон на том сзади. Я потом его чуть поближе покажу. Велики на самом деле старички, обоим, наверное, лет по 13, но фишка в том, что на этот велик я вчера сделал, можно сказать, полный апгрейд. Здесь от родного вела, сейчас покажу, остались, кто знает, этот Giant Boulder 3, вот этой раме порядка, наверное, уже лет 13, наверное. Вот, короче, здесь заменена полностью вот вся эта часть, то есть вилка, колесо, тормоза гидравлические стоят. И здесь то же самое. Здесь заменена полностью вся эта система переключателей, все. Задняя там кассета, звездочки, переключатели, тоже гидравлические тормоза стоят, ну и так далее. То есть по факту только рама родная осталась. Вот, для самой поездки, для того, чтобы сложить нам наши шмотки, мы купили вот такой комплект от компании Тюль. Желтенькие, они еще бывают черненькие и синенькие. Но так как это девчачий велик, мы решили поставить, все-таки купить себе желтый. Ну, даже не то, что девчачий, ну, нам просто цвет понравился. Такие дела. Вот, значит, сумки по 25 литров. Вот, короче, ну, проверим. Но это компания Тюль, я надеюсь, что вроде норм будет. Вот, и для второго велика мы купили вот такую вот сумочку. Значит, сумочка от компании Ortlieb. Значит, желтый вот этот комплект стоил что-то в районе $130. Вот эта черная сумка стоила, ну, что в районе тоже то же самое, 464 злотых она стоила. То есть она сумочка на 11 литров. Они бывают в двух вариантах: 8-16, она там какая-то супер складная, и на 11 литров. Но плюс вот эта 11-литровая в том, что вот здесь в нижней части она более широкая. Так, ну и в конечном итоге наш креп выглядит таким вот образом. То есть у нас два крепа сверху, поверху багажника, и один заходит вон внизу такой, защелочка такая. Вот здесь вот в этом месте.
Так, и одна тут защелка, одна тут. Снимается все довольно просто. Оно вот так вот отстрикивается. Ну и все, сняли. Все просто. Ну, точно так же мы закинули. Так, ну что ж, теперь настало время вот этой сумки, которая под седло. То есть она должна быть закреплена, как я понимаю, вот так вот под седло. Вот тут она будет стоять, вот так. Вот так по итогу у нас выглядит вот эта история. То есть у нас вот тут вот одна стропа, она идет вокруг. И две вот такие вот, они под седло заходят. Сейчас я покажу то, что мы, ну я вот сейчас так вот подсобрал, расфасовал по сумочкам, пока хочу показать, как это будет выглядеть и какие сумки мы с собой берем. Я уже показал сумки, какие мы купили, смонтировал их на велике, показал, как это есть, там поднастроил велики, там кусочек маленький, короче, был, как это происходило, вот. Итого, значит, у нас получилось одна сумка, стой, вот такая, вторая, вот такая, мы их уже видели, это такие типа грузовые вещи, о, нифига себе, вот такая подсидельная сумка, так, маленькая сумочка для личных вещей моя, вот, и еще рюкзак, который будет у меня. Вот такой. Значит, вот эти две торбы здоровенные будут висеть на велике у Юльки, все остальное будет у меня. Теперь посмотрим, что из вещей. Ну вот еще мы купили гамачок. Вот такой гамак. Вот. Ну, не знаю, будем его брать или нет, потому что на самом деле прямо сейчас происходит, можно сказать, прям перепланирование того, что мы запланировали, потому что вроде как завтра очень плохая погода. И вот прямо сейчас Юля сидит и смотрит, каким новым маршрутом мы поедем, поэтому с учетом того, что мы спланировали там классное местечко и была возможность там в леске повесить гамачок, в нем полежать, купили гамак, но непонятно, понадобится он или нет. Есть инфа, что место нашлось, а мы продолжим. Итак, разберем по очереди все сумочки, что у нас есть. Поэтому уберем, то не надо. И начнем с подсидела. Значит так, снаружи на подсиделе у нас будет висеть аптечка. То есть это такая аптечка, в принципе, я это купил ее очень давно. То есть это такая типа отрывной подсумок. Тут самое-самое все необходимое. Все, что необходимо. Про аптечку, если вдруг интересно, могу сделать отдельное видео, что именно я с собой всегда таскаю в этой аптечке. Также снаружи будет висит такая маленькая портативная колоночка Bluetooth. Вкладываем. Вот. И теперь смотрим, что же внутри. Как я уже говорил, это 11-литровая подсидельная сумочка. И у нас внутрь залезло примерно следующее. Значит, здесь надувная подушка и маленькое полотенце. Такие вот запакованные крошечные штучки. Надувной коврик, наверное, мой. Вот. Сумка, сумка, это тарелка. Тарелка для, такая раскладная тарелочка резиновая, большая. И раскладная тарелочка, даже больше на чашечку похожа, такая. То ли тарелка, то ли чашка, можно использовать и для питья, и для еды. Дальше. Короче, это гель, но мы их называем жижка. Это на самом деле просто овощной мусс. Еще одна жижка. Снова жижка. И погнали сублиматы. 2, 4, еще 3, 7, еще 1 и вяленое мясо. Так. Дальше горелка. Дальше баллон с газом.
И веревка на тот случай, если вдруг там мало ли что, там, к примеру, подвязать там. Ну, вообще я ее, скорее всего, беру для того, чтобы, если что, собаку привязать, что бы это ни значило, если же не будет убегать. Но вообще веревка вещь необходимая. Толстая веревка и маленькая толстая веревка, маленькая тоненькая веревочка, мы обычно ее используем как, в основном, как бельевую. Вот, на этом, в общем-то, все закончилось, но я считаю, для такой небольшой сумки такое количество вещей, это реально очень круто. Желтая сумочка. Итак, погнали. Здесь будет в основном какие-то кухонные вещи. Такая вот титановая кружка. Она с нами уже была, я не знаю, уже и камина, и ТМБ. Очень крутая. Можно в ней нагревать воду на горелке. Мы, в принципе, вот для этого в основном ее используем. Ну и здесь еще один мусс, он же жишка. И вот такие снеки. Тут какая-то смесь, орешки. Дальше. Ошейник для собаки, светящийся. Так вот, не знаю, видно, нет, он так вот мерцает, прикольно. Вот. Так как мы планируем ночевать в лесу, я думаю, что пригодится. Еще одна кружка. Мультитул Лизерман, без него вообще ни одно дело не проходит. Всякие тут такая, я все это вынимать не буду, всякая такая мелочевка, типа там салфеточки, всякая такая вот тема. Пуховой спальный мешок первый. Так. И 2 банки корма для собаки. Ну, как видим, за счет спальника сюда мы положили как бы сильно меньше. Так, и сразу, наверное, лот номер 2. Я его тут закрыл. Тренировался закрывать эти штуки. Открываем. Так, и погнали. Вот здесь вода для собаки. Я его так шиканул, положил в такой пакетик, чтобы, не дай бог, не протекло. Но я думаю, куда-то нужно его отдельно положить от вещей. Все-таки будет вот такой вот. Сразу идет вода и поилка такая, чтобы можно было сразу удобненько попоить собаку. Так. Здесь мешок со всякими шмотками для собаки, там, не знаю, ботинки для собаки, там тарелка для собаки, всякая всячина. Незаменимая вещь, пачка влажных салфеток. Второй спальный мешок. Еще 2 баночки корма для собаки. Мы его кормим паштетом, так как у него проблемы с желудочком. И еще один надувной коврик. Вот, что у нас тут еще есть. Тут у нас есть налобный фонарик. И пиллоу, Aeros Pillow. Еще одна надувная подушка. Так, что еще? И 2 набора столовых приборов. Титановые складные вот такие вилки. Вот. И ложки. То есть вилка-ложка. Вот они, такой набор. Очень удобные, складные. Походу из титана сделаны, очень легенькие. То есть, ну, скорее всего, это либо какой-то очень легкий сплав, либо... Ну, здесь написано, что это титан, поэтому вряд ли. Вот. И второй точно такой же набор. Так, что дальше? Значит, рюкзак. Специально для этой поездки купили пару таких, ну, это типа средний ценовой сегмент walkie-talkie. Потому что бывает удобно, когда кто-то вперед отъехал, или на ходу просто там едешь с этой телегой сзади, быстренько там пипим, чтобы, если там нужно поговорить, чтобы сбоку не подъезжать, там не создавать каких-то аварийных ситуаций. Дальше разбираем рюкзак. Здесь у меня дрон, пуль для дрона, низ для штанов трансформеров обязательно, баф, документы и еще один набор влажных салфеток, как бы, скажем так, индивидуальный комплект. Здесь у меня пуховка, потому что я не знаю, возможно, может быть холодно. Здесь у меня флиска.
Ну, на этом, в принципе, и все. Маршрут у нас до самого конца оставался под вопросом. По плану мы хотели поехать в одно место, но в последний момент прогноз погоды заставил все перестраивать. В итоге мы выбрали участок Гринвела от Боркова до Ракова, примерно 27 километров. Решили сделать с ночевкой у реки. И тут есть один нюанс. В Польше с палаткой можно ночевать только в специально отведенных территориях. Есть такой проект «Заночуй в лесе». Вот. И есть очень удобный сайт велопланер, то есть там можно выбрать веломаршрут и выбрать вот этот вот «Заночуй в лесе», места, где уже отмечены, и они вот прям по веломаршруту покажут, где можно остановиться. Вот. С этим все строго, то есть желательно, если вы все-таки решите останавливаться в лесу, то есть заранее посмотреть. Сейчас 12 часов ночи. Мы перестроили маршрут. Перестроим. Завтра проснемся, еще раз проверим погоду. Ну, в принципе, второй маршрут мне тоже нравится. Он, конечно, не по велодорожкам идет, а по дороге велогрин участок, но вот вроде будет неплохо. Если завтра встанем. А как ты знаешь, что надо в машину сесть, Тим? Все, как планировали, 10 часов. Ехать нам от Кракова до парковки 139 километров, где-то 2 часа. И все-таки у нас получилось. Погода сегодня просто прекрасная для похода. Итак, Юлька с позывным Альфа только что сходила, значит, за Макдональдсом. Сейчас будем его поглощать. Сейчас у нас время 10 часов 39 минут. Мы отъехали, надо сказать, не очень далеко, потому что нас сегодня навигатор, не знаю зачем так, водил нас каким спиралями. Вот. Тимофей Сергеевич уже наконец-то успокоился, уже лежит, отдыхает. Ну все, ограничение Борков. скорости. Борков, и сейчас будет Борковское водохранилище. Сейчас. Все, мы на месте. Наша команда. Прибыли на место временной дислокации. Сейчас идем возле озера, чтобы немножко сбросить тонус напряжения у Тима, и уже потом он спокойно ехал в своей коляске. Вот наша машина. Так, мы сейчас проходим, здесь у нас организованный кемпинг. Я тут дальше уже не пойду снимать, потому что там люди, неохота их снимать. Вот, но суть, в общем, такая, что возле точки старта, буквально 150, ну, не 150 метров, может, 400, находится организованный кемпинг. Можно здесь стать вот прям. То есть вот он с таким видом будет организован. Прям вообще зачетная тема. Так, с Тимом искупались, его прогуляли, удовлетворили его первые потребности. Ну и сейчас начинаем все это пытаться загрузить на машину. Нацепили уже на мои сумки. Было из-за вот этого перевеса килограмм, на подножке не стояло. Сейчас стоит так неустойчиво, но стоит.
Серегин еще пока только вот новая сумочка. Тоже нормально. Тоже пока стоит. Сейчас к нему багажник. Погода такая, ну блин, походу сегодня будут все-таки гроза. Мы так подбирали маршрут, чтобы было без дождей и без гроз, но походу не суждено. Ну ладно, главное доехать без дождя. Все, финальные штрихи. Полностью все загружено. И даже стоят они, эти велосипеды, не падают. И поедем. Сейчас расчет маршрута идет. Либо я тут что-то неправильно настроила, вроде уже не идет. Вот. Теперь можно снимать себя в зеркало заднего вида, для того, чтобы наблюдать, что там происходит сзади, потому что, да, сейчас поедем по дорогам, и, к сожалению, что там вроде машины будут. Тима уже готов ехать, он уже такой себе, вы долго еще будете копошиться. Но у нас где-то 40 минут заняло вот это вот все. Потому что первый раз, второй раз. Ну да, то есть второй раз, по идее, будет проще. Сейчас уже все понятно. Так, выпускаем Тимофея. Короче, мы собираемся проехать 20 километров, но сборы такие, как будто мы, ну, типа, Висла 1200 едем. Нет. Сюда не спрашивают. Тормоз есть? Нету. Сейчас тормоз будет. Ставим на тормоз. Маш блок. Запрашивай. Запрашивай, Тима. Давай. Там много чего есть. Давай. Сюда. Давай. Тима. Иди. Давай, помогай ему там попу его. Подсаживай. Умничка, умница. Он там прицеплен? Да. Что-то щелкнуло и сломалось. Так. Так, он достаточно ему, чтобы сидеть, но при этом, чтобы не выбежать. Ну вот все, он уже не может выбежать дальше. Ну все, мы выехали. В общем, в очередной раз самый веселый участок я проезжал на включенном ручнике на Кунге, так что там веселуха. Все, едем. Закрыли в итоге Тима, потому что это что-то, короче, он там все пытался выйти и пойти пешком, поэтому пришлось закрыть его. Так, проехали 2 километра и преодолели первый подъем 5%. Пока полет нормальный. Фу, мне жарко просто капец. Надо сейчас жилетку, наверное, одеть. Ого, мы с горки поехали, меня Тим теперь пихает. Сзади развивается флаг на Кунге. Юлька держится просто молодцом. Сколько мы там проехали? Ну все, 5 километров из 20 есть практически. Пока, в принципе, машины есть, но настолько минимально, что вообще не напрягает. Ну, лично нас. Их, наверное, напрягает. Ну, то, что мы, по сути, как полноценная машина. То есть это не просто там велосипедисты, это прям полноценная тачка. В общем, Тима развлекает себя тем, что он жрет свою телегу. Тима! Ну не жри телегу, ну ёпарасоте, 20 километров туда ехать. Надеемся, что машины не поедут, потому что дорога просто... Собственно, да. Собственно, это была первая и последняя поездка, потому что, в принципе, он ее почти разобрал. Тима, ничего, что ты прям при нас ее ешь? Мы знали, что это будет нелегко. Но это вообще очень нелегко.
Едем дальше. В общем, Тима уничтожил свою телегу. Он сгрыз весь вход. И, значит, скорее всего, мы сейчас поедем домой. Но вот он, собственно, бежит. Исключительно так Тима хочет передвигаться все 20 километров. Так, у нас первая техническая остановка. Мы проехали только 7 километров 600 метров. Боже, это был просто кромешный ад. Это были самые тяжелые 7 километров 600 в моей жизни. Я сейчас в общем, покажу, где мы находимся и что произошло вообще с телегой с нашей. Так, мы находимся в какой-то... Тут такая беседка. Тим наш тусуется. В целом все прикольно, но... Идем посмотреть, что же случилось с тележкой. Сама по себе тележка в целом качество хорошее, но... Так, сейчас с нее рюкзак убрать. Вот. Что с ней произошло? Тимофей полностью уничтожил ее. Вот полностью. Он съел всю переднюю часть. Просто выдрал ее. После того, как это чудовище маленькое сгрызло телегу, он еще умудрился сожрать на вид что-то, ну это не говно, но это что-то очень, самое что-то такое страшное, что-то очень похоже, что это химическое. Какое-то что-то белое такое, но мы ему тут же дали этот интрасгель, то есть, по идее, все должно сейчас у него выйти, вот, собственно, смотрим, выйдет или нет. Не знаю, сколько он сожрал, потому что, ну оно химозное, то есть оно такое, как вообще непонятно. Ну, то есть парень наш совсем не оценил эти велопокатушечки в коляске, то есть ногами он с удовольствием, а все остальное ему не очень интересно. Мы решили взять перерыв, потому что, кстати, пошел дождик. Вот его тут особо не видно, но он такой мелкий. Я не думаю, что он длинный, но в любом случае нам как раз нужно было посмотреть, как будет Тим, чтобы его вытошнило или не вытошнило, как он себя будет чувствовать после этой химии. То есть нам бежать в больницу, искать какие-то, или все нормально, и да, слава богу, нас как-нибудь пронесет. Вот. И мы сейчас, так как мы с собой взяли много еды, надо же, что в походе, можем еще палатку поставить, ну, в любом случае, что-нибудь попробуем покушать. У нас есть уже гуляшек, вот у нас есть гуляш, который мы уже давным-давно, еще, наверное, доломиты с собой покупали, поэтому его надо уничтожить. Вот, еще тут есть омлет, картошка, тут все, короче, много всего. Загнали сюда под это дело, под шатер. Сейчас будем кушать. Полчаса прошло, пока все живы. Тим уже вроде как и поспать прилег. Есть решили не есть, решили ехать дальше. Скажи, почему? На этой беседке мы нашли, что ее нельзя использовать без разрешения. Вот эту вот беседочку красивую, которую мы думали, что можно. Вот, у кого здесь разрешение спрашивать, у какого зайца, я не понимаю, но, наверное, надо звонить в лесничество и договариваться. Вот. А еще, видите, там такой крест висит из березы. Он тоже наводит на разные мысли. Ночевать здесь лучше точно не стоит в этой беседке. Да, это точно. Фактично. Вот. Ну что, посмотрим. Доедем мы куда-то сегодня или не доедем? Тимоль, твои ставки. Дожрешь ты свою телегу по дороге или нормально будет? Кабриолет свой. Решили двигаться дальше. Расскажем через 5 минут. Так, ну что, наконец-то хоть какой-то процесс езды появился, более-менее. К этому моменту уже полностью растерзана телега. Наелись, ну не мы, слава богу, Тим наелся говна, уже поблевал. Я его быстро накормил этой какой-то барбитурой для блевоты. И вот сейчас едем, проехали мы еще только, десятку, еле-еле, нам еще столько же. Остановились отдохнуть. Тут вот с видом на коров.
Так, ну у нас здесь техническая остановочка. Тимофейке нашему потребовалась медицинская остановка, бедненькому плохо. После того, что он поел и после такие ему лекарства дал. Но тут, конечно, красотища. Красотища. Пойду за водой для собаки. Так, значит, уничтоженная наша телега. Ну, мы уже, скорее всего, просто катаемся, потому что Тим почти сожрал свою телегу. В общем, это была короткая поездка, даже не 20 километров, но было очень весело. Сейчас въезжаем в деревню Уйня, Уйны, и будем сейчас пытаться попасть в магазин. Нам нужно воды побольше, если мы все-таки куда-то доедем. И вообще, конечно, экспириенс офигенный. Когда Тим уже успокоился, через 10 километров, не знаю, как надолго, то вот прям супер. И сейчас, конечно, погода просто бомбезная. Не жарко, не холодно, людей нету, суббота. Круть. Так, короче, у нас здесь пошел натуральный грейдер. Слышите этот звук? Это Тимофей уничтожает свою эту кабину. Кунг разбирает. Итак, продолжение жуткой истории о Тиме и его поездке на кунге. Значит, разорвал он этот несчастный кунг, и он теперь вываливается оттуда. Мы сейчас будем что-то думать, чтобы он оттуда не вываливался. Итак, новый дизайн. Мы решили, что Тимин дизайн, он симпатичен, но недостаточно, и мы решили его подкорректировать. И смотрите, какие появились оранжевые, у Сережи вон оранжевые такие хлястики на рисунке, и теперь у Тимы тоже такие. Самые модные в лесу собака. Ну, кстати, собака пу-пу-пу пока нормально. Выглядит очень живенько. Вот он, кто не верит. Значит, Тима, расскажи, что ты думаешь об этом походе? Сейчас на рюкзак написишь? Все мысли. До места назначения осталось 10 километров. Телега почти разобрана. У нее уже отпадает дно. Ставим ставки. Дорога, дорога, осталось немного, и мы довезем Тимона до точки. Короче, так еще дождь пошел, ко всему прочему. Мы в конце концов закончился грейдер этот долбанный. Вот, мы только что модифицировали палатку, ну как модифицировали, не палатку, кунг. Короче, в кунге натянули веревку, чтобы Тим не выпал. Но, естественно, Тим за 0,01 секунду веревку эту порвал, схавал, поэтому она у меня там просто болтается. Надо сейчас что-то опять думать будет. Вот. Ехать нам осталось где-то километров, наверное, 9 уже, я думаю. Как бы это ни было, едем нормально, без криков, без оров, без всего. Я не знаю, что там, может, Тиме понравилось уже или как. Ну, едем. Красота. Дорога вообще сказочная. Так что прошел такой неплохой дождичек. Он был коротким, такие прям мощные капли падали. Но, слава богу, пару минут буквально. Вот, ну, там натекло со шлема за шиворот. Юлька, Тимка, раздолбанный своей этой историей. Вот, собственно, значок в кустах Гринвелла. Это вот огромная-огромная трасса. В плане, что она идет вдоль почти всей Польши до моря. Чтобы не слышать, как Тима потрошит свою телегу, мы включили музыку, но это невозможно. Было очень потешно, я не успела включить камеру, только что проезжали
стаю уток, и Тим пытался их съесть. Вон кусочек такой гравички пошел. Не очень приятно, но наша коляска Кабриолет и Кун в одном лице продолжают ехать еще пока. Ну что, радугу мы видели, дождь мы видели, солнце мы видели. Надеюсь, еще кое-что мы не увидим. Тима наконец-таки просто золотой пацан, он просто лежит. То, как вот это должно было выглядеть. И наслаждается. Но теперь ему, наверное, лежать тяжковато, он, наверное, трохи выпадает, потому что у него там... О, какая классная ведьмочка! А ну-ка, что там за ведьмочка? Эй! Ну и как вам такое? Красотка. Класс. Ну вот, собственно, мы доехали до места. Сейчас будем искать, где ставить палатку. Мне кажется, что неплохое местечко для палатки. Я думаю, что вот тут вот мы и станем. Место просто топ. И это что-то... Как вам? Отличное место, сейчас увидите. Ну, самое большое здесь и неприятное, это вот через этот маленький ровчик перетянуть вот эти все коляски, велосипеды груженые. Вот это вот такое. Вот. Вот. Ну, в общем, добрались. Мы сейчас надо быстренько палаточку поставить, потому что вроде как в 8 часов был обещан дождик. Вот. Хочется еще гамачок повесить, побалдеть там, так что, ну, типа, дело еще до темна дофига, а уже скоро стемнеет. В общем, если вдруг вы бы пропали и потом расследовали, что с нами случилось, то одному богу, что можно было бы тут придумать. Ай, Тима. Все, 7 часов, мы уже чилим в гамаках. Это наш первый гамак. Честно говоря, я хотела гамак, хотела просто попробовать. В чем у меня мечта спать в гамаке, не с москитной сеткой, и смотреть на звезды. Вот. Сегодня я хотя бы просто посмотрю на звезды. А может и буду спать. Посмотрим. Вряд ли, конечно. Ну, пока ни одного комара вообще нету. Ну, собственно, та часть, из-за которой мы ходим в поход. Это поесть. Мы хотели и Тима научить этой части, но Тим справился без нас. Поесть легко. Несъедобное, но тоже не страшно. Итак, наш лагерь. Сейчас будем ужинать. Тим в себе воткнул палку
Господи, как он это сделал? Нет такой прикольный. Ты видишь? Да. Там такая туча дождевая, грозовая. Помочь-то? Что там у нас? Еда. Будем кушать. Ляшек. Картошечка. Грустная собака, которой я не знаю, как ее кормить или не кормить. По идее, нельзя. Жалко собаку. Посмотрим полбаночки. Кофеёночек еще на ночь глядя, но нам надо. Нам точно надо. Вот Тима, значит, чувствует себя прекрасно. Вот, все, вот лежит. Жрет какие-то палки. Больше его тьфу-тьфу-тьфу пока не тошнило. Будем надеяться, что обойдется. Ну что ж, все, мы тут уже и покушать приготовили, и даже кофе сварили. Вот, я же даже фонарь одел, правда я его вверх ногами одел, но ничего. Кушаем, сублиматики, Вильки, вкусно тебе? Блин, после такого тяжелого дня мы проехали всего лишь 24 километра. 24, для сравнения, я утром тренируюсь по 40 езжу за 2 часа. Мы ехали целый день. 24 километра, целый день. Я устал, просто пипец. И в этот сублимат, это, наверное, как с мишленовского ресторана просто. То есть, И вот мы кушаем, ребята. Вот с таким вот видом. Вот такой вид на речку. Уже темнеет. Очень приятная песня играет. Вообще топ. Ну что ж, пожелайте приятного аппетита нам. Ну вот, собственно, мы в палатке. Вот тут у нас Тимона спит. Вот тут вот Сережка спит. Тут Юлька спит. Пошел дождик. А у нас тут, в принципе, достаточно уютно. Мы, кстати, хотели с Тима клещей поснимать. Такой у нас ролик взяли. А где этот ролик? О, кстати, он у нас тут где-то есть. Можно из себя, наверное, поснимать. Все, Тима можно выносить. И Серегу тоже. Мы сегодня с ним в паре ехали. Эта пара, походу, что-то с ними было не так. Так, 6 утра, уже почти 7. Серега сейчас поедет за машиной, а мы будем с Тимой сидеть в палатке. Угу. Поешь общаться, я уехал и не проел себе в палатке. Если что, пускай его на улицу привязывают. Тогда будь есть ее снаружи. Вот. Дальше Такой несчастный маленький собака. Спал, кстати, из всех нас троих Тим получше всех. Человый парень. Ну что, ребята, как видно, я долго старался. Как вы видели, как вы увидите на видео ранее, ехал. Ну что ж, доброе утро. Сейчас у нас 7:15 утра. Конечно, чуть позже, на час позже, чем планировал. Но я еду уже за машиной обратно. Вот, короче, всю ночь шел дождь, такой, плавно переходя в ливень. Ехать пока, ну так, реально не прохладно, прямо холодно, у меня ж кончики пальцев стынут. Вот, сюда еще ехал тоже, довольно прикольно меня Waze повел, каким-то тоже там лесом, полем, кругалем. Что, дорогие друзья, вот пришлось остановиться, то есть, короче, навигатор бомбанул вообще капец. Почему было нельзя вести по Гринвеллу, я просто в душе не если честно, вот уже если не выбирать выражений, потому что впереди вообще вот так.
короче, по какой-то брусчатке в лесу, в общем. Ну, еще 3 часа тебя не было. Ну, я доехал туда короче, в 9:30 я заехал туда уже. Ну, за 2,5, потом за 30 минут ты вернулся. Почему? Сейчас 10 часов. В 7:30 я выехал ровно. А, в 7:30? 2 часа ехал. Я планировал сделать за 1,5, но был такой силы, реально был такой силы ветер. Выезжаем в Уи. Деревня Уи. Кто бы хотел бы жить в деревне Уи? Во-первых, во-вторых, я еще кучу времени по лесу, велик по песку пер в руках. Ну, ты просто вчера решил поехать другим маршрутом зачем-то. Ну, что навигатор вел. Блин, ну ты же знаешь маршрут, ну ты же ехал по Гринвеллу. Нет, я подумал... Ладно, неважно, все хорошо. Там на самом деле маршрут тоже норм был. Непонятно, как бы я там еще ехал. Там я за туда 2 горы объехал. В общем, тут мы сошлись на мнение, что нам очень хочется ехать дальше. Но вот посмотрите на этого дракона. Из-за него вся экспедиция провалилась. Но ничего, Тим, Ну, мы закажем новую. Фактично, мы можем еще вперед проехать. Машина уже здесь стоит, мы можем еще какое-то расстояние. Не, ну это... Ну в смысле, ну Тим будет вываливаться. Это Мы сейчас можем просто реально занести все тяжелые вещи в машину и налегке поехать. Ну куда? Он, блин, он же вываливается. Ну да. Он выпадает, это да. Так, ну что ж, в конце концов подошло дело к завтраку. Сейчас мы будем завтракать. В 11 часов. Ну уж, извините. Тим это контент-креатор. Если вы хотите веселый контент в своем блоге или грустный контент, заведите собаку. Ну что, заключение, конечно, не совсем такое, как вы бы хотели, но тоже, в принципе, подходит. Все живы, все здоровы, это главное. Кунг починим. Нашли мы тут рядом с этим местом парковочку, то есть, в принципе, легко можно и машину тут рядом оставить, и переночевать. То есть, клево. Все клево, все круто. Хотели бы еще повторить, да. Было, конечно, стрессово. Очень стрессово. Уровень стресса где-то 10 из 10. Удовольствия где-то столько же. Так что покупайте собаку, кунг и вперед. 2 велосипеда. Ну, короче, много чего. И вперед. Ну и нервы не забудьте. На новопосит, валерьяночку, вот что-то. Ну кто что. Наглядно показываем Тиме, как надо ездить в этой штуке. Только не грызи, а то подумай, что так и надо.